Пруд на своем участке всего за сутки. Думаете, что это невозможно? Уверяю, что это под силу любому дачнику, лишь бы было желание и лопата. В этом видео я расскажу вам пару историй о том, как люди организовали строительство пруда на собственном участке и создали шикарную экозону, которой бы позавидовали элитные курорты. Но это еще не все. Я составил для вас полноценный гайд по строительству пруда в домашних условиях своими руками. И все это с минимальными затратами. Заманчиво, не правда ли? Ну ладно, не буду тянуть. Мы начинаем. Первый пруд, о котором я сегодня вам расскажу, был построен относительно недавно, в 2022 году. Для его строительства привлекалось достаточно много денег и специалистов. Зачем же я тогда рассказываю об этом пруде? Все потому, что для того, чтобы сделать простенький пруд как можно лучше, важно ознакомиться с примером профессионального исполнения. Уверен, что вы сможете почерпнуть для себя кое-что полезное. И как же удалось сделать такую красоту? Работы начались с выкапывания чаши. По ходу дела сразу возникла проблема. Песчаная почва оказалась слишком подвижной. Без должного укрепления пруд мог деформироваться, а берега осыпаться. Чтобы избежать этого, использовались мешки с песком, которые плотно зафиксировали грунт и препятствовали его смещению. Кроме того, конструкцию усилили железобетонными элементами, что позволило добиться дополнительной прочности. Особого внимания потребовала стена со стороны погреба. Именно здесь планировали устроить каскад со стекающей водой. Чтобы выдержать нагрузки, возвели мощную Г-образную железобетонную стену. После выравнивания чаши необходимо было тщательно уплотнить грунт. Для этого использовали разные типы виброплит. Бензиновые применялись на горизонтальных поверхностях, а на наклонных участках применили электрическую, так как бензиновый двигатель мог заглохнуть из-за масляного голодания. Это позволило избежать проседания почвы и обеспечить устойчивость конструкции. Следующий этап строительства – гидроизоляция. Чтобы пруд не протекал, использовали два типа защиты. Бетонные элементы обработали специальными проникающими составами, защищающими материал от разрушения под воздействием воды. Для самой чаши выбрали бутилкаучуковую мембрану – долговечный и эластичный материал, который отлично удерживает воду. Важно помнить, что если использовать такую мембрану, бетон нельзя обрабатывать битумом, иначе она просто не приклеится. Когда чаша пруда была полностью готова, настало время оформления. Дно и берега выложили натуральным камнем, который не только придавал пруду естественный вид, но и укреплял конструкцию. В основании использовали крупные валуны, берега осыпали гравием и декоративной галькой, а каскад облицевали камнем казбек. Этот камень эффектно выглядит и отлично вписывается в композицию пруда. Чтобы вода в пруду оставалась чистой, установили биофильтр объемом около 1500 галлонов. Он создает естественную систему очистки, позволяя поддерживать прозрачность воды без использования химии. Сначала пруд оставили пустым, но весной в него запустили рыбу, осетров, карасей, окуней и линей. Кроме того, добавили водные растения, которые способствуют поддержанию биологического баланса. Многим из вас могло показаться, что строительство этого пруда излишне сложно и затратно. Да, это действительно похоже на правду. Но дело ведь в другом. Отныне вы знаете, как строят пруды профессионалы. И если у вас на даче есть гравий, камни или любой другой материал, о применении которого вы не задумывались, у вас теперь есть подробная инструкция по строительству. Представьте себе, обычный дачный участок, лопата, немного строительных материалов и огромное желание создать настоящий пруд своими руками. Именно так и началась история этого молодого человека. Все стартовало с простой идеи – выкопать яму и заполнить ее водой. Но тут природа внесла свои коррективы. За 2 года бездействия берега осыпались и стали более пологими. Пришлось вновь дорабатывать форму, делать ступени, выравнивать бортики. Особенно непросто оказалось в зоне соседского забора. Здесь пришлось вручную поднимать уровень земли, чтобы укрепить конструкцию. Когда форма чаши была окончательно доведена до ума, нужно было обеспечить гидроизоляцию. На дно лег старый линолеум – простой, но эффективный барьер, который предотвратит случайные проколы от камней, гвоздей и прочего мусора. Затем сверху был уложен основной гидроизоляционный материал. Были небольшие недочеты. В паре мест пленка не покрыла грунт полностью, но это не оказалось критичным. Вода все равно закроет оголенные участки, а сверху все зафиксируют камни. Заливать пруд было решено водой из колодца. В него стекает влага с крыши и всей территории, так что запас был достаточным. Система проста, насос, шланг, и вода медленно, но верно заполняет пруд. Уже через 4 дня уровень поднялся до первой ступеньки. Следующий шаг – оформление. Для крепления берегов уложили камни. Применялся обычный песчаник, собранный неподалеку. Камней пока немного, но постепенно их станет больше. Каждый новый элемент придаст водоему еще больше естественности. А чтобы пруд выглядел завершенным, добавили гравий. Несколько мешков разноцветной и тщательно промытой щебенки. И дно сразу заиграло новыми оттенками. Теперь остается дождаться дождей, которые наполнят водоем до нужного уровня. А в
будущем сюда пустят воду из крыши дома, для этого уже подготовлена дренажная труба. Вот так, шаг за шагом, этот простой дачный участок превратился в место, где можно любоваться водной гладью, отдыхать у берега и наслаждаться природной атмосферой. А главное, все сделано своими руками, с душой и вдохновением. Итак, дорогие зрители, я рассказал и показал вам, как делают пруды профессионалы и самоучки. У обоих лагерей есть свои фишки и хитрости. Я хочу, чтобы вы тоже смогли самостоятельно построить пруд у себя дома. Ведь это на самом деле и вправду несложно. Поэтому я и составил для вас гайд на постройку пруда в домашних условиях своими руками. Прежде чем брать в руки лопату, важно правильно выбрать место для будущего пруда. Это залог его долговечности и чистоты. Идеальный участок – солнечный участок. Но нельзя допускать, чтобы пруд находился под палящими лучами целый день. Немного тени от ближайших кустов или строений в воде не помешают. Так она не будет перегреваться, а водоросли не зацветут. Но вместе с этим все же лучше держаться подальше от больших деревьев. Их корни могут повредить дно, а осенью листья будут постоянно падать в пруд. Это не пойдет на пользу внешнему виду водоема. Теперь определяемся с размером. Маленький декоративный пруд глубиной до 3 футов подойдет для кувшинок и небольшой живности. Средний пруд глубиной до 5 футов уже можно сделать с несколькими уровнями, а на его ступени высадить больше растений. А если хочется завести рыбу, пруд должен быть не менее 7 футов в глубину. Если сделать меньше, то зимой пруд может промерзнуть насквозь. Когда место выбрано, а размеры определены, пора разметить контур. Это можно сделать веревкой, садовым шлангом или просто нарисовать контур на земле краской. Здесь важно сразу представить будущий водоем, где будут плавные склоны, а где полки для растений. Переходим к инструментарию. Нам понадобится лопата, а если пруд больше 7 футов, лучше взять в аренду мини-экскаватор. А то вы лопатой махать устанете. Обязательно приобретаем строительный уровень, чтобы контролировать качество и ровность берегов пруда. Запаситесь геотекстилем и гидроизоляционной пленкой. Без них вода просто уйдет в почву. Для оформления потребуются камни, гравий. Также крайне желательно, чтобы у вас имелся насос с фильтром. При его наличии вода в пруде будет значительно чище. Если у вас нет опыта планирования строительства таких объектов, то можно обратиться к специалистам в сфере строительства и обустройства. Мой совет для вас в такой ситуации – производственное объединение «Система». Это ведущее предприятие с полным комплексом услуг от проектирования модульных зданий и домов различного значения и любой сложности до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию качества своей работы, что очень важно в наше время. Поэтому, если ломаете голову над тем, как встроить ваш пруд в пространство на дачном участке, обращайтесь в производственное объединение «Система». Они не подведут. После планирования можно приступать к самому сложному и трудоемкому процессу – к земляным работам. Именно на этом этапе и закладывается форма будущего пруда. От качества выполнения работ зависит прочность и долговечность водоема. Первый шаг – выемка грунта. Если пруд небольшой, то можно справиться обычной лопатой. Главное – копать не просто вертикально вниз, а формировать плавные склоны, чтобы берега не осыпались. Если же пруд планируется с большей глубиной, арендуйте мини-экскаватор. Я об этом уже говорил. При выкапывании важно учитывать уровни. Дно пруда не должно быть плоским, лучше сделать несколько ступеней. Эти ступени еще называют террасами. Самая верхняя полка пригодится для посадки болотных растений, следующая для более глубоководных. А центральная часть, самая глубокая, станет зимовальной ямой для рыбы, если вы планируете ее завести. После того, как котлован выкопан, переходим к выравниванию. Края пруда должны быть ровными, без резких перепадов высоты. Здесь нам пригодится строительный уровень. Если где-то заметны резкие выступы или слишком крутые склоны, лучше сразу подправить их. В противном случае со временем берега могут обрушиться. Еще один важный момент. Обязательно удалите все острые предметы в котловане. Камни, корни деревьев, твердые комья земли. Все это может повредить гидроизоляцию. Поэтому тщательно пройдитесь по дну и стенкам пруда. Уберите все, что может стать проблемой. Для дополнительной защиты на дно можно уложить слой песка толщиной примерно в 2-4 дюйма. После этого желательно утрамбовать поверхность. Это можно сделать ногами, деревянной доской или даже небольшой виброплитой. Чем плотнее ляжет грунт, тем меньше риск просадки и размывания берегов в будущем. На этом этапе котлован готов. Теперь он напоминает очертания будущего водоема. Но пока это просто яма. Дальше нас ждет самое интересное.
Чтобы превратить наш котлован в настоящий водоем, нужно правильно провести гидроизоляцию. Этот этап самый ключевой. От качества работы зависит, насколько долго прослужит пруд, будет ли он терять воду и сохранит ли свою форму. В общем, здесь важно не допустить ни малейшей ошибки. Существует несколько способов гидроизоляции. Если у вас глинистый грунт, можно утрамбовать его и создать естественное покрытие. Но более надежный вариант – использовать специальную пленку для прудов. Обычный полиэтилен не подойдет, он слишком тонкий и быстро порвется. Идеальный выбор – бутилкаучуковая пленка или геомембрана. Они прочные, эластичные и выдерживают зимние морозы. Перед укладкой пленки важно подготовить подложку. На дно можно насыпать слой песка или постелить старый ковролин, геотекстиль или даже куски линолеума. Это защитит изоляцию от проколов камнями или корнями растений. После этого пленку раскатывают по всему котловану и аккуратно расправляют складки. Она должна плотно прилегать к дну и стенкам. Края пленки фиксируют снаружи камнями или присыпают землей, оставляя запас в 8-11 дюймов на случай усадки. Теперь настал момент, которого вы так ждали – наполнение водой. Начинать лучше медленно, постепенно расправляя изоляцию, чтобы она легла как можно ровнее. Воду можно набирать из колодца, центрального водопровода или дождевой системы. Если позволяет время, можно подождать дождей, это поможет сэкономить, но это только если вы очень терпеливый человек. Пока вода набирается, можно заняться оформлением берегов. По краю можно уложить камни, закрепить гидроизоляцию и продумать другие декоративные элементы. Это придаст пруду естественный вид и поможет спрятать технические детали. Ну вот, вода постепенно заполняет пруд и отражает небо. Спустя какое-то время перед вами уже не просто яма, а настоящий оазис. Но расслабляться рано. Остался последний этап. Ну что, настало время превратить ваш новоиспеченный пруд в настоящий жилой уголок. Начнем процесс с декорирования неодушевленными предметами. Камни — это не просто украшение, но и важный элемент защиты. Они скрывают края гидроизоляции, предотвращают ее повреждения и придают водоему более естественный вид. Лучше всего использовать натуральные материалы – песчаник, гальку, булыжники. Их можно хаотично разбросать по краям пруда, тем самым создавая эффект природного водоема. Теперь нужно добавить растительности. Она не только украсит пруд, но и поможет поддерживать баланс в экосистеме. В прибрежной зоне отлично приживутся рогоз, камыш, ирисы или аир. А прямо в воду можно высадить кувшинки или ряску. Они создадут тень и защитят воду от перегрева, а также помогут снизить рост водорослей. Не забывайте и про более подвижных обитателей. Если хотите оживить пруд, то в него можно запустить улиток, рачков, беспозвоночных. Они будут поддерживать чистоту воды. А если планируете запуск рыбы, то лучше выбирать неприхотливые виды. Например, прекрасным выбором являются караси или золотые рыбки. Главное, не перенаселять пруд, иначе вода начнет быстро мутнеть. Последний штрих – создание расслабляющей атмосферы. Маленький мостик, садовая скамейка или фонарь у воды превратят пруд в идеальное место для отдыха. А если добавить небольшой фонтан или водопад, то звук журчащей воды сделает ваш участок еще уютнее, но это уже по желанию. И вот пруд готов. Теперь он живет своей жизнью. Летом он будет радовать вас прохладой и пением лягушек, осенью отражать багряные листья, а зимой покрываться ажурным слоем льда. Вы создали не просто водоем, вы оживили пространство, подарили ему душу. Можно даже гордиться этим. Я очень надеюсь, что мой гайд будет полезным для вас, дорогие зрители. Если вы сомневаетесь в том, а стоит ли начинать строительство пруда, однозначно стоит. Это очень простой в исполнении объект, который может принести много пользы на вашем участке. Прохлада, приятная атмосфера, рыбалка в любое время – все это может дать пруд на вашем участке. При этом важно помнить, что пруд – это не только декоративный элемент, но и целая экосистема. Он требует ухода, но зато благодарит вас своей чистотой и прозрачностью воды. Совсем скоро здесь поселятся насекомые, птицы будут прилетать напиться воды, а если вы запустите рыбу, то сможете наблюдать за ее плавными движениями, создающими гармонию в этом маленьком водном мире. Как видите, создать пруд своими руками – это не так сложно, как кажется. Главное – немного терпения, желания и правильный подход. Надеюсь, что этот гайд вдохновил вас на собственные эксперименты. Так что берите лопату, стройте, творите, и пусть ваш участок заиграет новыми красками. А если вам понравилось это видео, то подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь своим опытом в комментариях. Уверен, у вас получится не хуже.